Исторический поворот. Трамп дает добро на новые поставки Украине. Стало известно, кто же склонил его к этому решению. У Киева появился новый союзник. Вооруженные силы этой страны перешли к делу и открыли огонь по российской технике. Пока Путин бьет по Украине, россиян бьют по кошельку цены. Что опять подорожало и где начался дефицит? Рост среди нестабильности. Кто подсчитывает прибыль? Побег в стиле графа Монте-Кристо. Этот случай войдет в учебники по криминалистике. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Главное заявление понедельника, да что там, главное заявление с начала года. Дональд Трамп, как ожидается, объявит о предоставлении Киеву новой военной помощи. Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным. Речь может пойти не только об оборонительном вооружении. Источники Axios говорят, в пакет могут войти ракеты большой дальности, способные поразить цели в глубоком российском тылу и даже достичь Москвы. Американские, украинские и европейские чиновники надеются, это оружие изменит траекторию войны и заставит Путина пойти на прекращение огня. Парадоксально, но главный человек, который убедил Трампа кардинально изменить свою позицию, это Владимир Путин. Именно он в своем звонке 3 июля дал понять президенту США, что не намерен останавливаться. Наоборот, в ближайшие 60 дней хозяин Кремля планирует усилить натиск на Украину. «Он хочет забрать все», заявил Трамп Макрону вскоре после этого разговора с Путиным, утверждают источники Axios. Некоторые детали президент США приоткрыл накануне сам. Я еще не согласовал количество, но они получат часть, потому что им нужна защита. А за это заплатит Европейский Союз. Мы ничего не будем платить, но мы отправим это. Для нас это будет выгодным делом, и мы отправим им патриоты, которые им очень нужны, потому что Путин действительно удивил многих. Он говорит красивые слова, а вечером бомбит всех подряд. Так что здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится. Тем временем спецпосланник Дональда Трампа прибыл в Киев. Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США – много тем для разговора. Россия не желает прекращать огонь. Мир через силу – это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход. После теплой встречи с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком Кит Келлог направился к Владимиру Зеленскому. Визит генерала Келлога продлится целую неделю. В Кремле в своем обычном стиле готовились к выступлению Трампа и визиту его спецпосланника в Киев. В ночь на 14 июля Россия в очередной раз обстреляла Украину. По данным воздушных сил ВСУ, армия агрессора выпустила 4 зенитные ракеты С-300, С-400 и 136 беспилотников. В Сумской области в результате атаки управляемыми авиабомбами и дронами РФ погибли 2 человека, ранены 4. В Днепропетровской области при ударе беспилотниками ранены 3. Вечером 13 июля под ударами также оказались Николаев, Харьков и Киевская область. У Киева появился неожиданный союзник. Этот новый игрок де-факто уже вступил в боевые действия на стороне Украины и сбивает российские дроны. И это армия Беларуси. Украинская военная разведка сообщает, белорусский вертолет Ми-24 уничтожил российский БПЛА Гербера на пути в Украину. Произошло это еще в субботу 12 июля, но информация разошлась по СМИ только в понедельник. Обломки российского дрона упали на территории Гомельской области. Российские беспилотники все чаще используют небо Беларуси для атак по Украине. Неужели это надоело Лукашенко, и он решил напомнить Кремлю, кто в стране хозяин, или диктатора вдохновил пример азербайджанского коллеги, или смелости Лукашенко придал недавний визит Кита Келлога? Что думаете? Интересно будет почитать комментарии.
Продовольственная инфляция в России не утихает. За картофелем стали дорожать и другие овощи. Как следует из свежих данных Росстата, с 1 января по 7 июля цены на морковь и свеклу выросли более чем на 62%. Таким образом, они возглавили список самых быстро дорожающих овощей в этом году. Картошка, которая была абсолютным рекордсменом в прошлом году, с ростом цены почти в 3 раза, в этом тоже успела подорожать почти в 1,5 раза. При этом в первую неделю июля свекла подешевела почти на 4%, в то время как морковь прибавила в цене более 4,5%. В отдельных регионах, например, в Удмуртии, она стала дороже на 14,5% из-за дефицита, а в Кемеровской области и Башкирии овощ вообще начал пропадать из продаж. Но на таком фоне Москва занята геополитикой и начала торговую войну с Баку, недавно запретив ввоз азербайджанских персиков. Как думаете, когда Путин доведет Россию до ножек Трампа? Пишите в комментариях. Франция продолжит наращивать военную мощь. О планах еще больше увеличить военный бюджет президент Макрон заявил накануне национального праздника Дня Бастилии. Pour être libre dans ce monde. И в принципе, давайте будем просты. Чтобы быть свободным в этом мире, нужно, чтобы тебя боялись. Чтобы тебя боялись, нужно быть сильным. Для этого нация должна быть сильнее. Согласно планам президента, в 2026 году оборонный бюджет Франции вырастет на 3,5 миллиарда евро, а в 2027 еще на 3. К 2030 году расходы на оборону должны достичь 67 миллиардов евро в год. Это в 2 раза больше, чем было в 2017. С момента прихода Макрона к власти оборонный бюджет Франции уже значительно вырос с 32 миллиардов в 2017 году до 50,5 миллиарда в настоящее время. Он не устал и никуда не уходит. Он собирается держаться за власть еще один срок. Речь в данном случае не о наших старых знакомых постсоветских диктаторах. До этого титана Путину и Лукашенко еще расти и расти. Старейший правитель в мире, президент Камеруна Поль Бия, официально заявил о своем намерении баллотироваться на новый срок. На своей странице в сети X он сообщил, что в октябре снова идет президенты. Будьте уверены, что моя решимость служить вам соразмерно серьезности стоящих перед нами проблем. Вместе мы преодолеем любые трудности. Полю Бия 92 года. Свое кресло он занимает почти 43 года, с 1982. Его предшественник пробыл президентом какие-то смешные 22 года. Я с удовольствием передаю слово президенту Республики Камерун Полю Бия. Пожалуйста, господин. Ну и, конечно же, с коллегами главный в мире президент общаться не забывает. Путина он посещал в Москве 2 года назад, несмотря на агрессию России в отношении Украины. Правда, для Лукашенко времени пока не нашел, хотя тот регулярно шлет коллеге из Камеруна поздравления и предложения о встрече. Как думаете, есть у них шанс встретиться? Войны обычные, войны торговые, все это порождает экономическую нестабильность. Но есть и те, кто подсчитывает прибыль, например, владельцы криптовалюты. Биткоин бьет очередной рекорд. Впервые его стоимость превысила 120 тысяч. Впечатляющий рост. Только с начала 2025 года биткоин вырос на целых 29%. А помните, сколько он стоил, когда вам впервые предложили его купить? Напишите в комментариях. А эта новость из Франции заставляет вспомнить романы Дюма. В одной из местных тюрем произошел инцидент, сравнимый с сюжетом графа Монте-Кристо. Один из заключенных выскользнул на свободу в сумке с вещами. Мы не можем это объяснить. Очевидно, было допущено много ошибок. Ошибки, которые являются серьезными просчетами. Каждый заключенный должен находиться под постоянным наблюдением тюремного персонала. Ахмада Эль-Азида вынес из тюрьмы сокамерник, у которого закончился срок. Чтобы поместиться в сумки для личных вещей, злоумышленник сильно похудел в последние недели. Эль-Азид не мелкий пройдоха. В своем
свои 20 лет он отбывал наказание за убийство, совершенное в составе преступной группировки и за нарушение закона о владении оружием. В тюрьме проводится внутреннее расследование. Как и в других тюрьмах, здесь переполненность. Явно не хватает охранников и персонала. В результате на одного надзирателя приходится 100 заключенных. Наслаждаться свободой герою исторического побега удалось всего 3 дня. Полиция уже сообщила о его поимке. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.